Этим летом мы придумали себе приключения. Я, Маша и Надя. Мы решили сходить на новую вершину, на которой еще никто ни разу не был. У тебя нет описания маршрута, ты не знаешь, что тебя ждет, чувствуешь себя совсем иначе. Это нереальные эмоции. Хотелось зайти именно на эту вершину и какой-то такой свой след оставить на карте. Кравшин мы выбрали как район для того, чтобы немножечко разлазиться, акклиматизироваться, сработаться нашей командой. Мы приехали в район, я офигела. Огромные гранитные стены, на которые нужно брать с собой платформы, палатки, рассчитывать на многодневное восхождение. При хорошей погоде на стене нет воды, она абсолютно вертикальная. Вот это стенище, вот это стенище. Вообще просто Unreal. В самом начале нашей экспедиции мы пошли в ущелье под стену 4810 и хотели пройти акклиматизационный разминочный маршрут пятерку А на Усен, маршрут Савельева. Куда полезем? Вот туман. Вон уже вороны кружат над нами. Когда мы переходили через Берг, начался очень сильный ливень, и на нас буквально стали обрушиваться потоки воды, грязи, камней. Все происходило просто моментально. Я не смогла быстро среагировать, осталась одна под большим камнем. Я не знала, что делать, мне было прям очень страшно. Это какой-то кошмар. Вон там сверху все летит. Это пиздец. Надеюсь, я выживу. Но в конечном итоге ребята кинули мне веревку. Я смогла перейти поток воды. Мужики не хотят из палатки вылазить. Придя на ночевки, мы установили палатки, но дождь все продолжался. Мы жутко промокли, у нас отсырели все спальники. Ночью сильно похолодало, и все, что у нас отсырело, все замерзло. Речи о том, чтобы на следующий день совершить восхождение, уже никакой не было. Мы просто пофотографировались на фоне красивых стен и пошли вниз. Нам еще хотелось, конечно, пройти какую-нибудь сложную линию. Мы выбрали из имеющихся маршрутов маршрут Тимофеева на пик Асан. Очень классный маршрут. Там перепад где-то 800 метров, протяженность там больше километра маршрута. Мы рассчитали пройти маршрут за 3 дня, поэтому мы взяли с собой еды на 3 дня, взяли воды на 3 дня. Но оказалось, что на полке под ночевку был снег, и нам, в принципе, воду не надо было тащить. Подошли под гору и поставили платформу на пол. С платформой мы облажались конкретно, мы ее просто протаскали всю гору зря. И я хочу сказать, что с платформой я на свою жизнь налазилась. Вот с платформой надо ходить, когда у тебя в команде 4 человека, либо 3, но один из них сильный кабан, желательно мужик, который будет ее тащить и прекрасно себя чувствовать. Скалы были мокрые, потому что каждый день шли дожди в районе, и все трещины, все было таким влажным, либо вообще мокрым. Опять очередной дикий траверс. Поздно вечером, в 8 часов, мы долезли до полок, где можно было поставить палатку. Ну, соответственно, мы поставили там платформу. Было немножко обидно, что тащили лишнее, но зато все было более надежно.
Последние метры нашего прекрасного восхождения. Нормальная шестя, да? Мы к вечеру вылезли на вершину, там был вообще шикарный вид. Совершенно потрясающий закат. Это было нечто. Самый классный вечер. Рано утром поехали вниз, к обеду спустились и стали отдыхать и готовиться к переходу к нашему основному проекту. Мы рассчитывали, что переход в ущелье будет быстрым. На самом деле мы шли весь день, через 2 перевала, по жаре, через 4000. И хотя груз несли лошади, мы вымотались вообще колоссально. Сегодня мы двигаемся в ущелье Орта-Чешман, чтобы залезть на наш проект. Затащились в высокий перевал. Сил нет, все несут лошади. Приближаемся к нашему новому базовому лагерю. Осталось часа 2 ходу. Идем уже 8 часов. Идем уже 10 часов. Честно говоря, уже подустали. Но вроде как еще остался часик. Короче, мы уже идем, черт знает сколько. Подзадолбались. Проснулся утром, вылез из палатки, барашки. Не могли сначала найти вообще нашу гору. Взяли всю свою снарягу, железо, веревки, палатки. Целый день шли не туда. Есть шанс того, что мы не туда уперлись. Шли весь день. В какую-то жопу мира. Товарищи. Идем обратно. Только поздно к вечеру мы наконец-то увидели нашу гору. Сами над собой смеялись, что мы такие неудачники. Когда мы подошли к горе, мы увидели несколько вариантов логичных линий нашего маршрута. Линия по восточному ребру была технически более простая, чем по стене. Естественно, мы хотели пройти более сложную. Но оказалось, что погода, в общем-то, сыграла свою основную такую роль. Постоянно шел дождь, либо снег после обеда. В общем, пришли мы под гору, а тут дождь и град. Такая вот у нас погодка. Чё, Денис Евгеньевич, красота? Зима наступила. Это очень сильно угнетало, потому что мы приложили много усилий, чтобы найти этот объект, подобраться к нему, поднести все снаряжение, организовать эту экспедицию. Мы 2 дня просидели под горой, ждали погоду, поняли, что погода не наладится уже точно. Пора просто лезть уже, и там будет все видно. Высота 4300. Нам вон туда. В 3:30 ночи мы встали, по темноте подошли, ну и полезли. Как оказалось, что это был, наверное, один из самых плохих дней. Были мысли, что если через 2 часа погода не наладится, придется спускаться. Первой веревки работала Надя, потом после примерно 8-й или 9-й веревки мы с ней поменялись. В этот момент
опять началась снежная буря. Через час я понимаю, что на мне вообще не осталось ни одного клочка сухой одежды. Рельеф стал еще сложнее. Свободным лазанием даже по сухому рельефу мы, наверное, там не пролезли бы. Девчонки вон жумарят. Ну что, тяжело, надо сказать, да. Осталось еще долезть. Долезть еще. Ё-моё. К концу дня погода окончательно испортилась. Пришла такая буря снежная. Мы сразу все вымокли, замерзли. И снова добрый вечер называется. Градины отскакивают. Где там перила? Где там девки лезут? Летнее Каравшинское восхождение близится к концу. Скальником могу только лед подбивать. Ноги вообще охеревшие. Ну, конечно, погода, ну, это жесть. В такую погоду обычно теряют вниз. Мы вылезли на вершину пика, который, наверное, 48-18. Сейчас все проверим. С вершины получились очень красивые фотографии. Мы сложили там тур, оставили небольшую баночку с запиской. Никаких следов пребывания людей ни на маршруте, ни на гребне, ни на спуске мы не встретили. Это дает нам право предположить, что мы действительно были первые на этой вершине. Лично я получила нереальный кайф. Это действительно очень значимое событие в моей жизни. Я думаю, что в жизни каждой из нас. Я хочу очень сильно поблагодарить Марию Гордон и Гранд Гриттендрог. Это офигенная возможность для женщин совершить восхождение в горах. Само его наличие, оно нас вдохновило на то, чтобы поискать новый район, найти вершину. Получилось классное приключение. Блин, дождь пошел, надо валить. Надо валить. Эх, погодка, ё-моё!